Привет! Каждый веган знает, что если долго вымывать из муки крахмал, то можно получить сейтан. Наш сегодняшний рецепт сейтана недавно был трендом в ТикТоке, причем готовили его не только веган-блогеры, но и множество всеядных, впечатленных магией, что из обычной муки получается стейк. Технология, которая используется в этом рецепте, совершенно уникальная и очень отличается от того, что мы делали раньше. Благодаря этой технике сейтан приобретает необыкновенную волокнистую структуру. Смотрите сами. На первом этапе нам нужна только пшеничная мука и вода. Постепенно вводим в муку воду и замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на час, чтобы глютен в нем сработал. Пока тесто отдыхает, приготовим бульон. Мы приготовим простой овощной бульон из моркови, лука и специй. Можно добавлять разнообразные овощи, приправы и специи, которые вам по душе. Мы сохраняем палки от зелени и их тоже добавляем в бульон. Можно использовать бульонный кубик, например, вот такой некуриный бульон. Заливаем все холодной водой и варим на маленьком огне, пока овощи не станут полностью безвкусными. Возвращаемся к тесту. Заливаем его чистой холодной водой и начинаем вымывать крахмал. Когда вода станет насыщенного белого цвета, сливаем ее и заливаем тесто снова. Тесто сначала начнет терять форму и разваливаться. Не пугайтесь, так и должно быть. Когда тесто начнет снова склеиваться, это значит, что наш сейтан почти готов. Повторяем, пока вода не станет почти прозрачной. В итоге вы должны получить вот такой цельный кусочек чистого глютена. Теперь мы переходим к технологии, благодаря которой наш сейтан получит заветную волокнистую структуру. Вначале растяните сейтан настолько тонко, насколько у вас получится. Если в тесте будут дырочки, ничего страшного. Смазываем всю поверхность специями. Затем нужно скатать рулет, будто бы вы готовите булочки с корицей. Старайтесь, чтобы рулет был максимально плотным. Теперь рулет нам нужно скрутить так, будто вы хотите его отжать. Придерживая и не давая рулету развернуться, завяжите его в узелок, а то в 2 или в 3. Оставляем на 15 минут, чтобы он промариновался. Теперь нам нужно придать сейтану форму стейка. Выкладываем его на хорошо разогретую сковородку и, прижимая лопаткой, формируем кусочек, слегка расплющивая его. Обжариваем его с 2 сторон и затем уменьшаем огонь и заливаем нашим бульоном. Мы добавляем в бульон мисопасту для более глубокого вкуса, несколько ложек соевого соуса и солим. Накрываем крышкой и оставляем томиться на 40 минут. Дальше наш рецепт немного расходится с рецептом из ТикТока. Там у всех через 40 минут бульон полностью выкипал. Возможно, это связано с тем, что они не сразу заливали весь бульон, а добавляли его по мере выкипания. Нам кажется, что наш способ лучше, потому что так сейтан получается более нежным и лучше напитывается специями. Так что через 40 минут томления мы слили бульон, совсем выливать его не нужно, с ним можно приготовить веганское заливное или соевую тушенку. Оба рецепта есть у нас на канале. Еще раз обжариваем наш сейтан до золотистой корочки и можно подавать к столу. Вы только посмотрите на эту красоту! Если честно, раньше сейтан из муки нам не особо нравился, именно из-за губчатой структуры. Сейтан, приготовленный по этой технологии, нас просто покорил, и мы точно приготовим его еще не один раз. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда у нас выходят новые видео. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш Patreon, там у нас тоже есть интересные рецепты и не только. Спасибо за просмотр и пока!